Джефф Костелуччи. Reaction. Ребята, всем привет! С вами преподаватель Орлеана. Сегодня я хотела бы посмотреть вместе с вами нового персонажа для моего канала. Я еще не смотрела на своем канале этого замечательного артиста Джеффа Костелуччи. Я знаю, что Джефф является по голосу басом, по типу голоса басом. И вообще поговаривают, что он самый низкий бас в мире. Это очень интересно. Я вообще сама очень люблю низкие голоса. И действительно, басы это, пожалуй, наверное, самые-самые редкие голоса, которые встречаются. Хотя нет, низкие голоса бас и контральто, низкий женский голос, наверное, это самые редкие голоса. Я посмотрела уже это видео несколько месяцев назад. Не записала тогда реакцию и, честно говоря, очень сильно по этому поводу расстраивалась, потому что, я просто посмотрела, мне эту информацию скинул один из моих зрителей, я посмотрела видео, поразилась и все. И все. Ничего, естественно, не записала. Я поняла еще такой момент, что со второго прослушивания я, бывает, слышу намного больше и какие-то вещи замечаю, которые не заметила с первого прослушивания. Поэтому я предполагаю, что можно сейчас попробовать посмотреть еще раз. Давайте сейчас посмотрим вместе видео Джеффа Костелуччи, одно из самых популярных видео, то самое видео, которое я посмотрела несколько месяцев назад. И сейчас, с новым взглядом, можно сказать, посмотрю его вместе с вами. Погнали! А если ты еще не подписан на мой канал, то ты знаешь, что делать. Обязательно нажимай на красную кнопочку внизу и нажимай на колокольчик, чтобы он был сереньким, и не пропускай самые интересные реакции на моем канале. Смотрим видео! С первых звуков это захватывает. Просто какой-то божественный голос. И я поняла, что я очень люблю низкие голоса. Они какие-то, знаете, вот прям, не знаю, как это описать, они какие-то родные, эти голоса. Так, остановила опять где-то, прервала фразу. А это вот интересный момент, он со свечкой. Я не знаю текста этой песни, там какой-то сакральный смысл, наверное, есть. И мне почему-то сразу представилось, как, вот знаете, раньше певцов обучали в 18 веке петь на свечу так, чтобы она не колыхалась. Это означало, что нету лишней утечки дыхания, значит, правильная техника, значит, правильно подается звук. Я почему-то сейчас сразу подумала про вокальную технику, хотя я понимаю, что это не об этом. Интересно. Так, остановила в интересный момент, словила эту паузу. Сейчас Джефф расчетверится, уже расчетверился. Вот это такой звук какой-то, естественно, в низком регистре, я не знаю, пока что я пытаюсь подобрать слова, как бы его описать. Непривычно нового артиста смотреть и как-то даже... Как подобрать слова? Во-первых, классная идея, да, что Джефф поет акапелла. Акапельно значит без сопровождения какого-либо инструмента. Ни фортепиано, ни гитары мы не слышим. Мы слышим чистый голос, чистый басовый голос. И сейчас будет какая-то крутая аранжировка, типа пентатоникс, наверное. Остановила. Какой крутой момент. Даже вот эта зажигалка, или что, подождите, это не... Да, это была зажигалка с огонечком, точно. Я-то думала свеча там, да, это зажигалка. Даже вот эта зажигалка сработала как ритмический акцент. Заметили?
все вот в ансамблевом пении каждый звук, каждый инструмент, каждый акцент имеет значение. И вот это как такая отправная точка к дальнейшей фразе. Круто, я прямо словила этот момент. Остановлюсь. Крутые аккорды, ну септ получается, септаккорд, 4 голоса, да. Ну, честно говоря, какой септаккорд, мне почему-то там слышится даже уже и ноны, и, ну, то есть 5 звуков в аккорде. Вы слышите? Честно говоря, я в ансамблевом пении, ну, как сказать, я училась в ансамблевом пении, но я не слышу, бывает, что там 5 или 6 голосов, но их тут точно есть 5. Это даже не септаккорд. В общем, очень сложная аранжировка. Виден профессиональный, максимально профессиональный подход к делу. Крутые джазовые аккорды, вообще безумно. Ребята, знаете, я просто еще хочу сказать, что у меня не будет вот, наверное, каких-то таких... Ну, потому что мне нравится, но я никогда не выражаю так эмоции свои. Для меня более естественно то, что я показываю. Наверное, я не хочу кривляться, вот что. Хотя мне безумно нравится, да, но вот такого, конечно, меня не вызывает. Хотя, если, может быть, конечно, вот тут эффект первого раза, возможно, у меня бы и вызвал вот такую эмоцию. Но, ладно. То есть это вот такая нота, та-та, только, не знаю, на 3-4 октавы вниз, наверное. Очень низкая. Это была самая, наверное, низкая нота, которую мы сейчас услышали. Ну-ка еще. Контрабас. Контрабас. В общем, Джефф, я поняла, что Джефф Костелуччи — это такой человек-оркестр, который сочиняет еще и аранжировки крутые, джазовые, поет чистейшим образом акапелла, несмотря на то, что у него такой, казалось бы, низкий, тяжелый тембр, да, он умеет это петь чисто, делать чисто, ну, профессионал, что тут говорить, да. Это кайф, вот это вообще крутяк, как круто, вообще, мне так нравится. Ну, все-таки нет, видите, у меня есть эмоции, да, потому что мне говорят, что я типа не эмоционально смотрю, но нет, у меня есть эмоции, вот такая музыка у меня вызывает такие эмоции. Во-первых, очень крутой запоминающийся риф. Сейчас сочиняю, но, в общем, такой кочевый запоминающийся ритм, да, сейчас мы несколько раз его послушаем еще, и... Ну и, естественно, этот риф звучит ниже на несколько октав. Вау! Вау! Вау, какой низ нереальный. Нереальный просто низ. Крутая аранжировка. В общем, Джефф, это, я не знаю, это, наверное... Ну все, я поклонница Джеффа Костелуччи. Профессионал. Я люблю профессионалов. Кто их не любит, да? Все любят профессионалов. Ой, короче, ладно, давайте без слов. Я не могу выразить сейчас слова, захватывают эмоции. Вот, видите, сейчас опять был такой, да, акцент, там как будто чашка или что-то разбилось, какие-то осколки полетели. Это тоже было все для ансамбля именно сделано. Круто. Каждый акцент имеет значение, каждый акцент что-то в себе несет. Ну, во-первых, Джефф Костелуччи итальянец, да, итальянцы, в принципе, уже генетически все поют очень хорошо, чисто,
сама история вокальной музыки, да, говорит нам, что Италия просто, наверное, создана для того, чтобы петь. Люди в Италии созданы для того, чтобы петь. Я не знаю, как еще. Но, опять же, не все итальянцы поют, да, это я, конечно, тут преувеличиваю. Но, тем не менее, родившись в Италии, найти такого крутого педагога, который поставит правильно звук на резонаторы, да, правильную позицию, намного, наверное, проще, чем в России или, может быть, в других странах СНГ. Хотя их тоже очень сейчас уже намного больше, чем раньше. Так, что еще хотела сказать? Это еще удивительно то, что мы не привыкли слушать солиста с низким голосом, да? То есть обычно привычно слушать, сейчас лидируют тенора парни и сопрано девушки. Ну да, еще есть у нас Диана Анкудинова, контральто, такой уникальный голос. Пожалуй, все равно сопрано более часто встречающийся голос. Ну ладно, меццо-сопрано тоже есть, но, пожалуй, чуть-чуть поменьше, чем сопрано. Вот. А басов, пожалуй, я что-то даже никого не могу сейчас вспомнить, чтобы были солисты именно басы. Это вообще огонь просто. Какая-то была нота. Откуда она вообще? Где она живет? Ребята, где живет эта нота? Это какая-то нереальная была сейчас нота. Ну, я просто в шоке. Я еще, знаете, что подумаю? Мне бы надо, конечно, слушать, наверное, сразу с фортепиано, чтобы нажимать эти ноты и понимать, какой диапазон. Это круто. Это просто высшее, наверное, мастерство. Вот это... Ну, как бы нота какая-то вот эта, я не абсолютница, не знаю, сейчас какая-то конкретно нота, да, надо нажать на фортепиано ее. Но это на 3, а где-то октавы ниже. Короче, ладно. Я просто зависаю на этих самых низких нотах. Я думаю, что в этом и весь сок, да, вся соль, когда люди такие, как он это делает, где эти ноты живут вообще в этом теле. Ладно, дальше. В общем, я что-то зависла, ребят, я уже даже забыла, что мне там надо, ну, что-то сказать, остановиться. Прям сложно, это так дико дается, сложно, это нереально просто видео остановить, оно затягивает тебя вот туда, и все. Без слов. Я не знаю, что говорить. Я просто не знаю, что говорить, это какая-то бомба нереальная. Ну все, ребята, мы теперь будем все время смотреть Джеффа Костелуччи еще. Это еще один герой на моем канале. А вы слышите, как Джефф владеет верхним регистром? Вы слышите, что в аккордах он поет миксом, легким, и ощущение, как будто он вообще тенор, где это что за диапазон вообще такой? Я, ребята, обязательно в следующий раз, когда окажусь рядом с фортепиано, я включу еще раз это видео, и я найду все ноты, которые Джефф поет на фортепиано, и скажу, какой вам у него диапазон. Ну, у меня есть ощущение, что это какой-то нереально широкий диапазон. Была бы я с абсолютным слухом, я бы это сказала. Но, к сожалению, и фортепиано как-то тут рядом нету, и абсолютного слуха тоже нету, к сожалению. Вау! Просто вау! Просто вау!
как он круто владеет всеми регистрами, как голос абсолютно связно звучит везде, и низа, и, короче говоря, что я говорю, вокальное искусство — это такая вещь, казалось бы, какие-то бывает, ты постоянно делаешь одни и те же вещи, но с каждым разом какие-то новые ощущения открываются, новые краски, новые фишки. И вот это прям видно, что Джефф, он, я не знаю, всю жизнь он занимается, наверное, этим вокалом, и у него просто безумно виртуозно поставлен голос. Как-то коряво сказала, но, в общем, я не знаю. Я теряюсь, когда я слышу такое. Как он круто вот вообще даже записал это видео. Вы посмотрите, да? То есть это получается картинка в картинке, в картинке, в картинке. Это вот наложение. Я сама не знаю, как это делается, ребята. Это как-то очень круто. Видимо, программа какая-то есть, которая позволяет это делать. Но как это все вкусно, как это все стильно. Прямо вот аккорды такие безумные, какие-то нон-аккорды, еще там шестая, не знаю, как это, децим-аккорды, да, или как они называются. Крутой, крутой. Чистейшее ансамблевое пение. Ну, понятное дело, что это, скорее всего, записанная, не сведенная запись, да, то есть голоса отдельно записанные, но как все позиционно должно быть правильно, чтобы это все звучало красиво. В общем. Ой, не могу останавливать, не могу. 4 красавца сидят тут, значит, под именем Джефф Костолуч. Вау, круто, как это круто. Крутые аккорды. Ребята, здесь не 4 голоса, здесь больше голосов. То, что есть 4 Джеффа, это еще не значит, что там 4 голоса. Кто хорошо слышит в ансамблевое пение, все голоса? Ребята, вот напишите, сколько там голосов, 5 или 6, у меня ощущение, что там 6 голосов. Вау. Ну, я не знаю, я уже просто в шоке. Нету слов, ребята, нету слов. Как это все, вау. И вот она, самая низкая нота. Да, вот она, самая низкая нота. Это, наверное, до. Нет, это не до. До. Нет, это, знаете, какая нота? Сейчас скажу. Может быть, это соль? Большой? Нет, не большой. Контрактавы. Давайте так. Давайте я сейчас просто себе на отметку поставлю, как будто бы это соль контрактавы. Но если это не соль контрактавы, то я вам потом в комментариях скажу, какая это нота. Это любопытно. О май гад! О май гад! Ребята! Это просто шок! Это просто вот эти вот какие-то ноты супер низкие, ты думаешь, господи, где они находятся? Ля, до, ми, до, ля. Вопрос, да? Это либо соль контрактавы, либо ля контрактавы. Я вот когда окажусь рядом с фортепиано, у меня здесь в студии нету, к сожалению, фортепиано, я скажу вам в комментариях, хорошо? Давайте прямо вот кидайте свои
какие-то догадки, да, какая-то может быть нота, ну или вы там быстрее найдете на фортепиано, тоже кидайте. Мне просто интересно, соль это либо ля, ну мне кажется, это ля минор какой-то звучит. Где-то нота, просто нереальная нота. Вау! А вы заметили, ребята, как Джефф владеет верхним регистром? Это тоже невероятно, потому что какие-то фразы он вообще поет как, ну, может быть, не тенор, но баритональный окрас голоса, да, очень легкий звук. Я просто, вау, я в шоке. Это просто вау. Я не знаю, как еще сказать. Вот как мы с вами тогда, ребята, смотрели видео с Димашем, когда он поет супер высокие ноты, да, у меня просто так вот отвисала челюсть, и я думала, ой, что сказать, что сказать, надо собрать мысли в кучу. Вот так вот у меня сейчас, наверное, мозг переклинило от самых низких нот, которые исполняет Джефф. Ой, не знаю, мы такой всеми голосами объединяем тут диапазон, и дело это даже не только в диапазоне, но в том качестве звука, с которым Джефф поет эту ноту. Он совершенно ей не давится, она звучит естественно, круто, драйвово и вообще круто. Ну, что сказать, Джефф это величайший певец, его по-другому никак не назовешь, да, House of the Rising Sun, дом восходящего солнца. Это интересно. В общем, я теперь поклонница Джеффа. Это прямо абсолютно... Не знаю, у меня вообще, естественно, к профессионалу не может быть никаких вопросов, понятно. Я даже не знаю, что сказать, понимаете. Я не говорю там ни про белтинг, ни про микс, ни про что, потому что, ну, это вот просто голос, который правильно сформирован, который сформирован именно по правильной вокальной итальянской технике бельканто. Бельканто, ребята, это Италия. Вот мое самое любимое слово, наверное, это бельканто. И вот слушать представителя этой вокальной школы, даже не стиля, ребята, не стиля музыки, а именно вокальной школы, ну, это просто наивысшее наслаждение, наверное, для музыкального уха. Вот так. В общем, ребята, слушайте Джеффа Костолуччи, и вы будете, вау, вы будете все время в крутом настроении. Вот всегда, когда у вас плохое настроение, если такое периодически случается, то включайте это видео, и плохое настроение как рукой снимет. В общем, желаю вам это, ребята. Спасибо огромное всем за просмотр. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь. Если вам понравилось это видео, обязательно поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. С вами преподаватель вокала Орлеана. Ну все, ребята, до следующего интересного видео. Я надеюсь, что это видео не сильно затянулось. Но если затянулось, тоже напишите в комментариях. Но как-то вот, не знаю, я так словила эту волну низкой частоты, что мне как-то захотелось в этом состоянии побыть побольше, наверное. Поэтому видео подлиннее, а может быть и нет. Ладно, ребята, всем хорошего настроения и до скорых встреч. Пока-пока.